В свои 33 года я осознал, что мир птиц огромен и интересен. Это буквально бесплатный зоопарк, ради которого никуда не нужно ходить. Мы часто видим разных птиц на улице, воробьев, голубей, чаек, ворон и уток. Мы к ним так привыкли, что остальные виды автоматически записываем в одну из этих часто встречающихся групп. Например, перед вами трясогузка. Вы, не разглядывая ее, подумаете, что это воробей, и пойдете дальше. А трясогузка — это отдельный вид птиц. В отличие от воробьев, она более дикая, много времени проводит на ногах, как курица переступает с одной ножки на другую в поисках жуков и имеет отличительный окрас — черно-белый. Чтобы начать распознавать птиц, можно использовать приложения на телефоне, которые по фото подскажут, кого вы встретили. Приложения добавляют эффект игры, потому что можно отслеживать количество видов, которые вы уже наблюдали, или узнать, какие виды водятся в вашем ареале. Если у вас есть маленькие дети, которые только познают окружающий мир, понимание того, кто наполняет птичий зоопарк, поможет сделать этот процесс гораздо интереснее. У вас появится еще одна причина выйти на улицу вместе, посмотреть птиц, покормить их, сфотографировать. В путешествиях эта активность становится еще интереснее, потому что в разных регионах обитают разные виды, и за короткий отпуск можно увидеть много новых птиц. Достаточно просто обращать внимание на тех, кто летает вокруг, поглядывать на деревья и водоемы. Скорее всего, сразу найдутся виды, которые редко встречаются дома. В одной из поездок в Тбилиси мы вечером вышли погулять в парк. У меня с собой был фотоаппарат с телеобъективом. Было уже поздновато, для некоторых видов это активная фаза подготовки к ночевке. Прогуливаясь по парку и разглядывая деревья, я увидел зяблика, сойку и дрозда. Все они сидели на дереве с волчьими ягодами и громко кричали. Зяблика я увидел впервые и смог его сфотографировать. Отдых на курорте, например, в Дубае, тоже может быть интересным с точки зрения бёрдвотчинга. В один из отпусков я, разложившись на шезлонге под пальмой, увидел майну, индийского вьюрка, домовую ворону и многих других. Часто перед обедом, когда семья уходила в номер, я оставался побродить по территории отеля и пляжа со своей фотокамерой. Мне удалось увидеть 6 новых видов, которых я раньше не встречал, и некоторых сфотографировать. В Дубае не очень любят людей с камерами. Часто встречаются знаки, запрещающие съемку. В отеле у меня завязался разговор с одним из сотрудников из-за моего объектива, и он похвастался, что практически каждый день видит тут зеленых попугаев и даже удода. Это буквально дятел Вуди. Мне эти птицы, к сожалению, так и не встретились. Возможно, бёрдвотчинг не самое интересное занятие. Однако наблюдение за птицами тренирует внимание и снижает стресс. В современных реалиях это неплохой способ занять себя, узнать много нового. А если у вас есть маленькие дети, то вы можете привить им любовь к природе. И у меня к вам вопрос. Напишите в комментарии, какая птица у вас во дворе самая обычная и в каком городе вы живете. Интересно сравнить, какие бесплатные зоопарки у нас у всех прямо рядом. Это был Руслан. Пока.